Всем большой привет с града Измаила. Я Раиса Кириченко. Сегодня готовлю томатики и новый рецепт. И хочу поделиться, потому что очень вкусно получается. Я из томатов, из овощей разных готовлю очень много разных блюд для того, чтобы было разнообразие. Вот эти томаты тоже очень нравятся моим домочадцам, моему семейству, и я сама обожаю эти томатики. Ну вот уже готовая у меня баночка. Назовем эти томаты с зеленью под пластмассовой крышкой и с аспирином. Но нравится мне это название. Зелененькие томатики с чесночком. Вот так они у нас пройдут под этим названием. Что нужно для того, чтобы эту вкуснятину приготовить и чтобы они очень вкусные были зимой? Нам нужны томаты. В первую очередь банка чистая, помытые томатики, сложила их и знаю, сколько мне банок надо. Почему я сразу слаживаю? Для того, чтобы знать количество воды. На банку запишите или запомните. Нужно 1 литр 250 миллилитров воды. Для этого мы будем готовить маринад. Дальше на одну банку нужно будет ложку соли сверху столовую и 3 ложки сахара сверху. И, естественно, уже я сейчас покажу, каким образом дальше таблетку аспирина надо будет на одну банку и уксус. Что еще нужно для того, чтобы сделать вот этот маринад очень вкусным и очень вкусный томат? Итак, нам понадобится перчик на одну банку. Нужно будет, у меня полуострый такой перчик, он чуть-чуть остренький, один такой перчик, 50 где-то грамм петрушечки. И грамм где-то 20, ну парочку веточек сельдерея. И самый главный ингредиент в этом рецепте чеснок. Вот такой головки достаточно будет на одну банку. Ну это где-то 30-35 где-то граммов вот такой чесночок. Что делаем? Я перемыла всю зелень, почистила перчик и в блендер и чеснок. И в блендер поместила и перемешала это, измельчила. Поделила, у меня 4 банки, поделила на 4 части. Одну я уже использовала. До этого, уж зная, что у меня 4 банки, я готовила маринад. Вот этот маринад очень важно остудить, он закипит. Сюда, значит, на каждую банку положила ложку столовую соли и 3 столовые ложки сахара. И обязательно по 2 лаврушки на каждую банку. И черный перчик, естественно. Теперь у меня маринад остыл. Сейчас покажу, как мы будем с вами готовить. Итак, в первую очередь берем хороший настоящий аспирин. 1 таблетку на 3-литровую банку. Итак, положила. Далее 3 ложки уксуса. 9%. Я готовлю только с 9%. Магазинный уксус, я даже как-то делали анализ, он даже меньше, чем 9%. Это даже лучше, чем больше. Я уксусной эссенцией не пользуюсь. Теперь сюда же добавляем аккуратненько еще вот эту часть вот этой вкусняшки. Здесь чесночок, сладкий перчик, горький перчик. Здесь зеленушка. Очень важно, чтобы листья были свежие, зеленые у петрушечки. Сельдерей тоже дает такой хороший, вкусный аромат, необыкновенный. Это все будет пропитываться и зимой, где-то к Новому году мы уже будем пробовать банки. А пока... Значит, у нас уже все составляющие есть. Набираю рассола готового и заливаю баночки. Опа, вот так вот. Еще нужно обязательно сюда же лаврушечку. Обязательно нужен маринад остывший, потому что если горячий, вы получите очень быстро. Томаты смаринуются и будут очень быстро прокислятся, и не такой будет вкус, когда они должны вот в холодном маринаде созреть. Очень красиво. Берешь, прямо открываешь баночку, и очень-очень вкусно получается. Итак, мы маринад залили. Остается только что закрыть крышку. Уксус есть, аспирин здесь есть. Ну и теперь, естественно, нужно будет обязательно эту банку
сболтать. Я оставляю эту банку на кухне еще где-то сутки и буду вот таким образом их взбалтывать, для того, чтобы и уксус, и аспиринчик полностью были одинаково везде во всем маринаде. Вот, смотрите, какая красота получается. Все оставляем. Почему я написала вот эту дату? Вы заметили, 30 число. Сегодня мы приготовили эти томаты. Часть банок, которые я хочу, чтобы у меня еще до апреля месяца сохранились и очень вкусными были, 15 октября я закрою ключом. Вот. Этот процесс выделения газа закончится через 1,5 месяца. Я 15 октября открою баночку и ключом закрою. И в погребе так и будет храниться. Вот такой рецепт. Очень вкусные помидоры. Я буквально, можно зелеными, можно бурыми, розовыми, какие угодно эти томатики готовить. Очень вкусно получается. Не пожалеете, сделайте. Будете вспоминать добрым словом зимой, когда будете открывать. Ну, это очаровательные томаты, очень вкусные, замечательные томатики, которые понравятся каждому. Ну вот мне нужно дальше баночки заливать, а я буду прощаться с вами. Пока-пока. Будьте мне здоровы.